Экстремальные погодные условия на море могут быть чрезвычайно опасными для судов и людей, находящихся на борту. Сильные штормы, включая ураганы, тайфуны и циклоны, могут вызывать сильные ветры, интенсивные дожди и высокие волны. Эти штормы могут вызвать волнение на море, ухудшение видимости и затруднить навигацию и управление судном. Для судов крайне важно следить за прогнозами погоды и иметь эффективные системы связи для получения актуальной информации о приближении экстремальных погодных условий. Кроме того, судам необходимо соблюдать протоколы безопасности, иметь соответствующее оборудование для погодных условий и следовать надлежащей навигационной практике, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, экипажа и самого судна в экстремальных погодных условиях на море. Норман Атлантик. Инцидент произошел 28 декабря 2014 года, когда в Адриатическом море загорелся итальянский паром Норман Атлантик. Пожар вспыхнул на автомобильной палубе парома, следовавшего из Греции в Италию в штормовую погоду. Пожар и неблагоприятные погодные условия сделали ситуацию крайне сложной для пассажиров и экипажа. Спасательные работы проводились несколькими кораблями и вертолетами из разных стран. К сожалению, в результате инцидента погибло 13 человек. Инцидент в Нормандии в Атлантике высветил трудности и опасности, связанные с чрезвычайными ситуациями на море в экстремальных погодных условиях. Он подчеркнул важность эффективных протоколов реагирования на чрезвычайные ситуации и координации между спасательными командами для обеспечения безопасности и благополучия тех, кто находится на борту. МВ Рабол Квин. Пассажирский паром перевернулся и затонул у побережья Папуа-Новой Гвинеи во время тропического шторма 2 февраля 2012 года. Судно перевернулось и быстро затонуло, что привело к значительным человеческим жертвам. К сожалению, в результате инцидента погибло 162 человека, многие другие числятся пропавшими. Спасательные работы были затрудненными из-за неблагоприятных погодных условий, но несколько выживших были спасены близлежащими судами и местными рыбаками. Затопление теплохода МВ Рабол Квин высветило важность безопасности на море и необходимость жестких правил и правоприменения для предотвращения подобных трагедий. Он также подчеркнул необходимость эффективных процедур реагирования на чрезвычайные ситуации для снижения рисков, связанных с суровыми погодными условиями на море. МВ Синапати Нусантара. Корабль был индонезийским, который попал в шторм и затонул в Яванском море 30 декабря 2006 года. Паром следовал из Кумаи, Борнео, в Семаранг, Ява, когда столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Из-за шторма судно перевернулось и впоследствии затонуло. К сожалению, в результате этого инцидента погибло более 400 человек, что сделало его одной из самых смертоносных паромных катастроф в истории Индонезии. Спасательные операции были проведены властями Индонезии и близлежащими судами, в результате чего удалось спасти несколько выживших. Затопление МВ Синапати Нусантара подчеркнуло важность безопасности на море и необходимость строгого соблюдения правил безопасности, особенно в неблагоприятных погодных условиях на море. СС Эдмунд Фицджеральд. Эдмунд Фицджеральд был американским грузовым судном Великих озер, которое затонуло в Верхнем озере 10 ноября 1975 года. Корабль попал в сильный шторм с ураганным ветром и огромными волнами, достигающими 11 метров в высоту. Несмотря на попытки преодолеть шторм, Эдмунд Фицджеральд затонул примерно в 27 километрах от входа в залив Уайтфиш. К сожалению, все 29 членов экипажа на борту погибли в результате инцидента. Затопление Эдмунд Фицджеральд является одной из самых известных и задокументированных морских катастроф в районе Великих озер. Он вызвал общественный интерес и вдохновил на создание песен, книг и документальных фильмов. Точная причина затопления остается неизвестной, но считается, что корабль столкнулся со значительным разрушением конструкции и попал под воду, что в конечном итоге привело к его гибели. Инцидент послужил катализатором для улучшения правил морской безопасности Великих озер, включая разработку улучшенных методов прогнозирования погоды и судостроения для повышения безопасности судов, работающих в регионе.
МВ «Дербишир». Британский сухогруз, пропавший во время тайфуна «Орхидея» в Южно-Китайском море в сентябре 1980 года. Судно направлялось из Канады в Японию, когда столкнулось с мощным тайфуном. Несмотря на то, что это был большой и крепкий корабль, он исчез без сигнала бедствия. Все находившиеся на борту 44 члена экипажа трагически погибли, а обломки МВ «Дербишир» спустя годы были обнаружены на морском дне. Потеря МВ «Дербишир» подчеркнула уязвимость судов в экстремальных погодных условиях и необходимость улучшения мер безопасности. Инцидент вызвал значительные изменения в конструкции судов, конструкции и правилах безопасности, особенно для сухогрузов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.